Мы привыкли думать, что качество ответа нейросети зависит от того, насколько хорошо мы написали промпт. Нас научили: хочешь хороший результат — подробно распиши задачу. И производители модели постоянно подыгрывают этому, выпуская различные документации по тому, как писать правильно промпты. Они также увеличивают контекстное окно. 100 тысяч токенов, 200 тысяч, миллион, 2 миллиона. И кажется, что проблема решена. Просто скорми модели всю документацию проекта, всю переписку за год, и она все поймет. Но давайте честно, это так не работает. Вы наверняка замечали, что когда диалог становится слишком длинным, или вы загружаете в чат массивные файлы, то модель начинает плыть. Она начинает забывать инструкции, данные в начале, путает факты или фокусируется на неважных деталях. Это происходит не потому, что модель глупая, а потому что доступ к данным и понимание данных — это разные вещи. Сегодня мы разбираем свежее исследование, которое предлагает решение этой проблемы. Оно называется «Context Engineering 2.0». Авторы утверждают, что эпоха промпт-инжиниринга, когда мы подбирали магические слова, заканчивается. Начинается эпоха контекст-инжиниринга. Это переход от написания текста к построению архитектуры понимания. Почему архитектура понимания? Потому что вывалить на искусственный интеллект кучу данных — это как высыпать грузовик кирпичей на строителей и ждать, что дом сам построится. Чтобы искусственный интеллект начал вести себя по-человечески, то есть понимал полунамеки и не глупил на простых задачах, нужно не увеличивать объем данных, а структурировать среду, в котором этот искусственный интеллект живет. Давайте разберем, как это работает. Что мы вообще называем контекстом? Большинство разработчиков привыкли, что контекст — это лог переписки. То есть, вот что 5 минут назад спросил пользователь, а вот что ответил ИИ. Но авторы данного исследования говорят, что это ошибка. Лог чата — это текст, а не контекст. Посмотрите, как общаются люди. К примеру, если вы находитесь в одной комнате с вашим другом с открытым окном, и вы говорите «вам холодно», друг встанет и закроет окно. Ему не нужно говорить, что температура воздуха упала, ветер дует мне в спину, пожалуйста, сделай физическое действие по закрытию окна. Почему? Потому что у вас общий контекст, вы находитесь в одной среде, вы видите одно и то же, и у вас общее представление о мире. В теории информации это описывается понятием энтропия. Это мера неопределенности. В разговоре с другом энтропия низкая. Вам нужно сказать всего 2 слова «мне холодно», чтобы ваш друг все понял. В разговоре же с искусственным интеллектом энтропия высокая. Если вы напишете в чат-бот «мне холодно», он может выдать вам рецепт горячего чая, прогноз погоды или посоветовать надеть свитер. Он не знает, где вы находитесь, что вы делаете и есть ли рядом окно. Вот здесь и появляется контекст инжиниринг. Это не просто про добавление файлов в чат. Это процесс предварительной обработки реальности. Нам нужно взять хаос окружающего мира, ваше местоположение, открытые вкладки браузера, события в календаре, ваше текущее настроение и сжать это в компактный пакет данных, который снизит энтропию для модели. На этой инфографике из этого же исследования можно наблюдать, как примерно развиваются когнитивные способности человека и машины во времени. В последнее время у машины некоторые скачки, в то время как когнитивные способности человека планомерно идут вверх. Вот этот разрыв в когнитивных способностях, то есть разрыв в понимании, и есть причина существования контекстной инженерии. Авторы говорят, что однажды эти способности сольются, и тогда надобность контекста инженерии, то есть необходимость снижать энтропию, отпадет. Машины будут понимать все как есть. Простыми словами, контекст инжиниринг — это работа, которую мы совершаем, чтобы превратить неопределенность жизни в четкую инструкцию для машины. И чем лучше мы сделаем эту работу, тем меньше нам придется писать в самом промпте. Но почему мы заговорили об этом именно сейчас? Ведь компьютеры с нами уже почти полвека. Чтобы понять, куда все идет, нужно посмотреть, как менялись наши отношения с машинами за последние 20 лет. Авторы данного исследования предлагают посмотреть на историю наших отношений с машинами как на 3 большие эры. Эра 1.0 — это время, когда контекст полностью игнорировался. Это время жестких интерфейсов.
Мы жили с этим последние 30 лет. Вспомните старый Windows 98 или текстовый редактор Microsoft Word. Если вы нажали не ту кнопку, программа выдавала ошибку. Если при заполнении какой-то формы вы указали дату не в том формате, эта форма просто не отправлялась. Мы тогда полностью подстраивались под машину. Мы учили горячие клавиши, запоминали пути в меню. Энтропии как таковой не было. Было 0 либо 1. Машина и не пыталась вас понять. Она просто исполняла команды. Эра 2.0. Это наше сегодня. Время болтливых агентов. Большие языковые модели. Мы перешли от кликов к естественному языку. И казалось бы, это прорыв. Но посмотрите на цену всего этого. Теперь мы тратим часы на то, чтобы объяснить машине, кто мы, чего мы хотим и в каком формате нам нужен ответ. Мы используем различные техники промптинга, мы используем RAG, поиск по базе знаний, пишем огромные системные промпты. Вся инициатива все еще полностью на нашей стороне. Машина продолжает быть пассивной. Эра 3.0. Будущее. Это когда у нас реально будет помощник. Это то, куда именно целится контекст-инжиниринг сегодня. Это когда не вы объясняете машине контекст, а она сама его считывает. Она даже умеет интерпретировать нюансы общения. Она понимает не только, что вы сказали, но и то, как это было сказано. К примеру, вы приходите домой после тяжелого дня, садитесь за стол и говорите помощнику: ну все, просто замечательно. Что сделает искусственный интеллект сегодня? Он проанализирует ваши слова. Если в тексте нет явных признаков сарказма, или если вы не добавили туда грустный смайлик в том или ином виде, то он, скорее всего, воспримет фразу буквально, и ответ будет: «Я рад, что у вас хороший день. Чем могу помочь?» А что сделает искусственный интеллект будущего? Он считает нюансы, которые человек улавливает инстинктивно. К примеру, он заметит дрожь в голосе или тяжелую паузу перед фразой. Через камеру или очки дополнительной реальности он увидит отсутствие зрительного контакта или опущенные плечи. И ответ будет: «По голосу слышу, что день был тяжелым. Предлагаю обсудить дела завтра, а сейчас давай лучше закажем твою любимую еду». Авторы говорят, что мы сейчас застряли посередине, между второй и третьей стадией. У нас уже есть мощные мозги, модели, но у них нет пока органов чувств, чтобы видеть ситуацию целиком. И чтобы перейти в эру 3.0, нам нужно построить для искусственного интеллекта нервную систему. И именно ее архитектуру мы сейчас и разберем. И первое, что мы делаем, это, конечно же, сбор данных. В эре 1.0 и 2.0 основным источником данных были наши пальцы. Вы вводили текст. В эре 3.0 мы подключаем к системе сенсоры. И это не обязательно микрофоны или камеры. Сенсоры – это API вашего календаря, логи вашего терминала, история браузера и даже состояние системы. К примеру, на сколько процентов в настоящее время загружен CPU вашего лэптопа или какой процент заряда батареи в него. На этом этапе мы просто пылесосим все данные. Мы собираем все. Это сырой материал с высокой энтропией. Если мы отдадим его в таком виде нейросети, то она просто захлебнется в таком мусоре. На втором этапе у нас абстрагирование информации, и это сердце контекст-инжиниринга. Именно этот этап отличает умную систему от глупой. Нам необходимо превратить гигабайты логов в смысл. Допустим, сенсоры собрали такую информацию, что пользователь открыл VS Code, запустил билд, получил ошибку и так далее. Слой абстракции сжимает это и делает вывод. Пользователь в режиме отладки застрял на одной проблеме, уровень раздражения растет. Мы отфильтровали шум и оставили только суть. Мы снизили энтропию до минимума. Авторы называют этот процесс сжатием или фильтрацией. Мы взяли хаос реального мира и превратили его в структурированный JSON-объект, который описывает состояние пользователя прямо сейчас. И последний этап – внедрение. И только теперь, когда у нас есть очищенный, понятный контекст, мы передаем его модели. Нам теперь не надо писать в промпте «вот логи за 10 минут». Мы теперь неявно добавляем в начало диалога системную инструкцию вроде «ты разговариваешь с разработчиком, который пытается починить ошибку». Предлагая короткие решения без лишних объяснений. Это и есть контекст-инжиниринг. Мы проектируем не промпт, мы проектируем путь от реальности до модели.
А теперь предлагаю немного глубже опуститься во все это, одновременно аргументируя, почему именно большой контекст не спасет и необходимо строить такие, пускай немного сложные, конвейеры с абстракциями. Проблема номер один – это эффект потерянного в середине. Исследования показывают, что когда контекст становится слишком длинным, модель отлично помнит начало и конец, но начинает плыть в середине. Представьте, что вы прочитали толстую книгу, вы хорошо помните завязку сюжета в начале и ее финал, но детали третьей главы уже стерлись. То же самое происходит и с LLM. И самое интересное, эту проблему исследователи Стэнфорда обнаружили еще чуть больше 2 лет назад. И вроде как 2 года для столь быстро развивающего искусственного интеллекта – это много, я бы даже сказал очень много, но эту проблему до сих пор не удалось решить. Осмелюсь сказать, что бесконечное контекстное окно – это на сегодняшний день просто маркетинговая цифра, а эффективное окно внимания на самом деле намного меньше. Если вы зальете в модель мусор, вроде каких-то неотфильтрованных логов, то вы просто размоете ее внимание. Проблема номер два. Каждый токен стоит денег и времени. И даже если бы с большим контекстом модель не путалась и ей удавалось бы держать фокус, то тогда мы, загружая в нее каждый раз тонну документации или кода, чтобы просто спросить, то ой, какую большую неэффективность мы бы тогда делали. И на самом деле мы уже сегодня пытаемся избегать такой неэффективности, иначе все бы разорились. У каждого проекта сегодня есть своя какая-то база знаний, и мы сначала стучимся туда с пользовательским запросом, получаем какой-то дополнительный кусочек контекста и уже вместе с этим идем в LLM. Давайте на примере. У вас есть какое-то приложение по планированию путешествий. И пользователь уже неделю общается на этом вашем сайте и планирует свое путешествие по Парижу. Его очередной запрос звучит как «Где мне поужинать в Париже?». Ваше приложение сначала делает некоторый семантический поиск по вашей базе знаний, и это в лучшем случае. В худшем случае вы делаете просто поиск по ключевым словам. По итогу этого поиска находит какие-то кусочки информации из вашей базы знаний, крепит это все к исходному пользовательскому запросу, и уже это все дело идет в искусственный интеллект на обработку. В чем проблема? Этот ваш поиск работает как библиотекарь. Если, к примеру, пользователь 3 дня назад вскользь упомянул, что у него аллергия на морепродукты или что он не любит шумные места, то этот ваш библиотекарь пропустит это, потому что он будет искать что-то по запросу «рестораны». Ровно то, что вы спросили. Авторы данного исследования говорят, пора прекращать так делать. Они предлагают так называемый процесс self-backing, самозапекания. Это когда все общение с пользователем какое-то время накапливается в условной временной памяти и периодически переваривается в компактные знания, которые сохраняются в постоянной памяти. К примеру, в данном примере, пока пользователь всю неделю болтал с искусственным интеллектом в чате, система периодически делала выжимки из их общения. Она сама создала заметку. Этот пользователь ценит тишину, бюджет до 50 евро, аллергия на креветки. И что в результате? А в результате, когда пользователь спросит про ужин в Париже, искусственный интеллект будет не просто искать по базе знаний, он на этот раз использует опыт общения с этим пользователем. Он превратит его запрос в «Найди ресторан в Париже до 50 евро без морепродуктов». Говоря про различные механизмы конвертирования общения с пользователем в компактные знания, здесь следует отметить, что вот это вот summary, резюмирование текста, которое сейчас везде используется повсеместно, то это на самом деле самый плохой из 4 способов, которые ученые рассматривают в данном исследовании. Большой плюс – такое легко читаемо человеку, и его легко и быстро реализовать. А минус – и этот минус очень большой, агенту очень тяжело по таким summary построить причинно-следственную связь. А самое лучшее – это когда вы извлекаете ключевые факты из сырого контекста в предопределенный формат. К примеру, это может быть какой-то граф. Агенту, конечно же, намного понятнее и быстрее бегать по такому формату, чем по тексту. И последняя проблема, которую хочется отметить и которую решает такое управление контекстом – это персонализация.
Сегодня каждый новый чат с ботом – это как день сурка. Вы снова и снова объясняете, к примеру, я пишу на Python, я не люблю длинные ответы, у меня Mac. В архитектуре, которую мы сегодня рассмотрели, эти данные хранятся в слое абстракции. Система заранее знает все ваши привычки. Вам не нужно писать «построй мне план тренировок» с учетом того, что у меня болит колено. Вы просто пишете «хочу потренироваться». Система сама вытягивает из медицинского контекста факт травмы и выдает безопасные упражнения. Здесь, конечно же, вы можете возразить и напомнить, ведь есть такая штука, как Custom Instructions. Это то, что мы прописываем в наших аккаунтах ChatGPT и Gemini. Вы говорите, что я один раз пишу, я программист на Python, и агент это помнит. Да, но знаете, это как статичная татуировка на лбу у модели. Она всегда одинаковая. Контекст инжиниринг делает модель динамичной. Она видит, что вы открыли рабочий проект и становится строгим ассистентом. Она видит, что вы открыли YouTube и становится ассистентом в более расслабленной форме. Ей не нужны жесткие правила, всегда будет такой. Ей нужна способность считывать момент. Дайте ей просто такую возможность. Все это переход от модели, которая знает все, к модели, которая понимает вас. Главный вывод сегодняшнего разбора очень прост. Мы слишком долго пытались лечить симптомы, а не болезнь. Когда модель галлюцинирует или забывает детали, мы привыкли винить в этом промпт. Мы переписывали его, добавляли «пожалуйста», грозили модели штрафами. Это напоминает алхимию. Мы ищем заклинание. Контекст Engineering 2.0 говорит нам: прекратите заниматься магией, займитесь архитектурой. Если вы разработчик, то перестаньте надеяться на Gemini с его миллионами токенов. Бесконечное окно – это просто бесконечная свалка. Вместо того, чтобы искать идеальный промпт, начните проектировать конвейер контекста. Подумайте о том, как вы собираете данные о пользователе, как вы отсеиваете шум и как вы подаете это модели в нужный момент. Именно в этом переходе от написания текста к проектированию среды и лежит будущее профессии. Сам же промпт-инжиниринг не умирает, но он становится всего лишь маленькой частицей контекст-инжиниринга. Эта статья начинается с цитаты «Человек – это сумма его контекста». Парадокс в том, что мы пытаемся построить человечный ИИ, игнорируя эту сумму. Мы кормим его сухим текстом и удивляемся, почему он ведет себя как робот. Чтобы искусственный интеллект стал настоящим партнером, нам нужно научиться оцифровывать наш контекст и передавать его машине. И передавать не просто слова, а ситуацию целиком. На этом мы закончили. Я благодарю за просмотр и прощаюсь до обзора следующего исследования.